Приветствую всех на канале Алекс Моторный Харьков. В этом выпуске история Харьковского дворца спорта, ставшего одним из главных символов города и уничтоженный Российской Федерацией в результате ракетных ударов 1 сентября 2024 года. Харьковский дворец спорта является самым большим городским сооружением закрытого типа, которое расположено в районе Новые дома. Его общая площадь составляет 19 150 квадратных метров, а вместимость рассчитана на 3500 человек. Он используется для проведения различных спортивных соревнований, концертов известных музыкальных исполнителей, уже можно сказать, что использовался, всевозможных выставок и других массовых мероприятий. Однако не все знакомы с его интересным и непростым прошлым. Поэтому в сегодняшнем видео я решил сосредоточиться на истории этого масштабного спортивного сооружения, которое за чуть более чем 30-летнюю историю стало одним из главных символов города Харькова. Харьковский дворец спорта открыли в 1977 году в качестве универсального трансформированного катка с искусственным льдом закрытого типа. Однако этому торжественному событию предшествовали долгие годы планирования и строительства самого сооружения. В начале 1930-х годов на месте нынешнего дворца спорта планировали построить большой спортивно-физкультурный комплекс под названием Республиканский стадион имени Петровского. Однако с переносом столицы УССР в Киев работы по строительству свернули. Земляные работы частично начали, но в 1934 году их не продолжили. Еще в 1960-х годах планировалось хотя бы частичное возобновление строительства объектов спортивной инфраструктуры в том месте. И вот в качестве одного из таких объектов заложили дворец спорта. Строительство самого дворца спорта началось в 60-х годах 20 века, но процесс шел очень медленно. Алексей Хорошковатый, который возглавлял городскую комиссию по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, рассказывал, что в Советском Союзе существовали спортивные общества, которые принадлежали разным ведомствам. Допустим, по линии МВД это спортивное общество «Динамо», железные дороги – это «Локомотив». Они финансировались этими ведомствами и министерствами, и от богатства того или иного ведомства зависело качество и скорость строительства объектов спортивной инфраструктуры. А дворец спорта был изначально городским, и его строительство по большей части хромало из-за того, что Харьков должен был вписаться в выделенные денежные лимиты. Однако во второй половине 60-х годов приоритет финансирования отдавался строительству метрополитена. Именно из-за этого очень долго строился дворец спорта, а Харьков не получил новый зоопарк. Тогда все решения принимались в Москве. И вот там сказали: выбирайте, либо начало строительства третьей очереди метрополитена, либо новый зоопарк. В итоге остановились на метрополитене. Алексей Хорошковатый утверждал, что форсирование строительства дворца спорта произошло, когда уже стало понятно: Москва примет Олимпийские игры 1980 года, и финансирование ряда спортивных объектов пошло по линии подготовки к Олимпиаде. Вот таким вот образом нам повезло. Кстати говоря, расположенный рядом с дворцом спорта фонтан назывался Олимпийским. И с периодичностью раз в 10 лет возникают инициативы сооружения возле дворца спорта аллеи Олимпийской славы Харькова. Это стелы с перечислением харьковчан, становившихся олимпийскими чемпионами и призерами. В итоге дворец спорта открыли лишь в 1977 году,
на котором стала проводить свои домашние матчи хоккейная команда «Динамо». А уже в 1978 году здесь провели первый международный турнир по художественной гимнастике памяти Савиной, в котором принимало участие 12 команд. В мае того же года во Дворце спорта состоялись концерты Владимира Высоцкого в Харькове. Однако неожиданно для себя известный советский бард стал частью уголовного разбирательства, которое вошло в историю как «Харьковское дело». Организаторов гастролей Высоцкого заподозрили в присвоении денег. Дворец спорта на тот момент вмещал 5000 зрителей, а билеты на концерт продавали по 2 рубля 50 копеек. Итоговые сборы могли составить 150 тысяч, что для 1978 года было крайне большой суммой. Подозреваемые составляли акты об уничтожении якобы непроданных билетов. Так, за 1000 непроданных билетов мошенники могли обогатиться на 2500, составив всего одну фиктивную бумагу. В итоге одного из администраторов Высоцкого осудили на 3 года исправительно-трудовых работ, а самого барда это дело напрямую не коснулось, и он спокойно смог уехать из города. В 1981 году Дворец спорта принял международную встречу по волейболу среди женских команд Советского Союза и Японии. А через 3 года в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе среди мужских команд СССР и США. Также в 1981 году сдали в эксплуатацию тренировочный каток, и на базе Дворца спорта начала формироваться спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва. В советский период здесь проходили соревнования самых больших масштабов по хоккею, художественной гимнастике, баскетболу, волейболу и другим спортивным дисциплинам. Однако за год до развала Советского Союза Харьковский дворец спорта столкнулся с финансовыми трудностями, и эксплуатацию демонстрационного зала в ледовом режиме прекратили. Учебно-тренировочные занятия проводили на тренировочном катке. В 1995 году во Дворце спорта произошло переоборудование демонстрационного зала, в результате чего был уложен деревянный помост. Это позволило проводить здесь соревнования по мини-футболу, гандболу, боксу и другим видам спорта. Сам Дворец спорта в результате переоборудования стал вмещать 3500 человек, и в нем обустроили спортивный зал с игровой площадью в 1600 квадратных метров. Уже с 1996 года одно из главных спортивных сооружений Харькова стало функционировать стабильно. Здесь проходили всеукраинские и международные соревнования по самым различным видам спорта. Полюбили здесь выступать и звезды эстрады, в том числе из других стран. К сожалению, был и трагический момент в истории Харькова, связанный с районом возле Дворца спорта. Именно там 22 февраля 2015 года во время мирного шествия по случаю годовщины революции достоинства произошел теракт, который унес жизни 4 харьковчан и еще 9 ранил. А годом ранее, 1 февраля 2014 года, во Дворце спорта был проведен нашумевший всеукраинский съезд первичных организаций партии регионов, на котором был основан Украинский фронт, как рассказывали тогда, якобы реакция на события Евромайдана в Киеве. Дворец спорта в Харькове по праву считается одним из самых важных и наиболее масштабных сооружений. Так, в начале эпидемии коронавируса в Украине ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что именно во Дворце спорта могут разместить зараженных людей, если не будет хватать свободных мест в больницах. 1 сентября 2024 года Дворец спорта был разрушен в результате ракетного удара Российской Федерации.
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко считает, что восстановить здание нельзя. Хотя в Харьковской областной военной администрации не согласны с этим мнением и считают, что дворец спорта можно восстановить.